Всем привет-привет, всем прекрасного настроения. Сегодня я решила сделать расклад позиции, расклад на тему «Я горжусь тем, что». И задача этого расклада посмотреть, чем мы гордимся, да? Либо, ясное дело, что мы гордимся сами за себя, но, возможно, за какие-то моменты. И причина этого расклада заключается в том, что мы, опять же таки, очень часто к себе относимся достаточно критично, и не обращаем внимания на свои успехи, не обращаем внимания, наверное, за то, что мы достигли, да, что у нас хорошо получается. И поэтому, знаете, некое такое поощрение, оно тоже периодически необходимо, с одной стороны. А с другой стороны, иногда такие вот простые элементарные вопросы, потому что, мне кажется, это не философский особо такой вопрос, достаточно элементарный, простой, вводят в ступор. То есть, если вы сейчас, прежде чем мы начнем расклад, поставите на паузу и зададите себе вопрос, а чем я горжусь? Мне кажется, что, пускай не многие, но некоторые точно 100% зададутся этим вопросом и скажут, что мне, в принципе, гордиться нечем. И для того, чтобы на него ответить, чтобы действительно что-то найти, надо подумать. Но если бы я задала вопрос иначе, в негативном формате, да, то есть за что вы себя наказываете, либо что вы в себе не любите, велика вероятность, что большинство из вас нашло бы целый список того, за что вы бы себя как-то осуждали, либо в чем-то не принимали. Поэтому такие, мне кажется, расклады, они тоже нужны. Да, конечно, они не популярные, они не столь интригующие, но они необходимы. С точки зрения саморазвития, знаете, иногда себя похвалить, иногда сказать, что, я молодец, да, я просто заслужил приятных слов, да, конечно, и без службы, как говорится, да, приятное слово всегда приятно человеку, но и похвалить себя тоже необходимо. Но почему-то мы именно в таком аспекте забываем о себе сказать что-то хорошее, поблагодарить себя за что-то, да, либо просто, да, просто потому что мы есть. Но мы привыкли все время благодарить за что-то. Просто так это достаточно сложно. И если можно еще как-то другого человека поблагодарить за что-то, да, и сказать, я горжусь, да, то есть найти что-то в другом человеке, то в себе, это оказывается сложно. На себе испытала. И я себе тоже такой вопрос задала, да, чем я могу гордиться. И не знаю, не нашла. Наверное, с самокритикой у меня прям не очень-то хорошо в сторону похвалы. В сторону критики, да, я могу целый список вам сказать. О чем гордиться-то я, в принципе, особо и не знаю. Суть, думаю, вы уловили. Большой расклад не хочу делать. Напишите, пожалуйста, в комментариях такой, знаете, момент, не касающийся расклада, просто сейчас в голову пришло, что у вас с YouTube. Да, то есть смотрите вы или нет. Дотянем мы, так скажем, еще 2 недели, да, до начала сентября, когда я смогу дублировать расклады на телеграм-канале, либо нет. Да, то есть что у кого что происходит с YouTube. И интересно было бы написать, готовы ли вы прийти на, это второй вопрос, наверное, готовы ли вы прийти на телеграм-канал и смотреть там YouTube, расклады с YouTube, то есть те, кто не может. Те, кто может, остаются на YouTube, то есть здесь ничего не меняется. Но напишите. Так, давайте приступим, такая пауза. Итак, позиция номер 1. Буду делать на этой безымянной колоде. Часто меня спрашивают, что это за колода. Не дал автор имя этой колоды. И колода эта авторская и куплена в Турции. Поэтому, не знаю, для тех, кто хотел бы ее в России приобрести, возможно, только реплику, да, то есть если это оригинал, то каким-то образом только с Турции. А у меня это вообще была целая история, целая эпопея. По каким-то причинам на том сайте, где я ее покупала, в принципе, условно говоря, Турция у нас через дорогу, да, наши соседи, но эта колода сначала поехала в Америку, а потом с Америки приехала ко мне, то есть целый тур сделала.
совершила. Так, ну, смотрим, да. Чем вы гордитесь, чем я горжусь? Давайте посмотрим, да. То есть, чем мы гордимся? Пятерка мечей. Здесь гордость идет за то, что вот когда вы ставите себе какую-то цель, вы ее достигаете, то есть нету преград на вашем пути. И здесь речь не идет о том, что вы идете по головам, а здесь речь идет о том, насколько ваше желание и сила воли сильны. То есть насколько вы можете концентрироваться на своем желании, либо на поставленной какой-то цели. То есть любым способом я приду. И здесь... С одной стороны, да, есть такое немножечко жестковатая, да, какая-то такая энергия, но с другой стороны, вот эта вот жесткость, она необходима для структуры, для того, чтобы получить свое желаемое. То есть здесь мы включаем конкретно планирование, стратегию, что, как я буду делать, и я приду. То есть здесь подходит выражение, да, чего бы мне не стоило, но я этого добьюсь. И такие моменты у вас бывают, когда есть какое-то вот прям желание, которое, если даже его и желанием не назовешь, но вот либо есть какая-то идея, либо цель. Вот слово «цель», скорее всего, больше подойдет в этом контексте, да, то есть я ставлю себе цели, и если я поставлю цель, второй вопрос, что мы не всегда эту цель можем поставить, потому что не хотим, либо еще есть какие-то причины, но когда вы ставите себе какую-то цель, вы ее достигаете 100%, здесь даже и речи не может идти о том, чтобы как-то сойти с этого пути, либо проиграть, то есть здесь проигрыш вот прям неприемлем. Почему? Потому что здесь присутствует целеустремленность. То есть вот такие качества, как фокусировка, целеустремленность, может быть, в такие моменты и дисциплина, постоянство, сила воли, такие достаточно мужские качества структурные, они здесь помогают вам в достижении того, что вы хотите. И вот этим вы можете гордиться. Почему? Потому что я могу предположить, что так не у всех, да, что не все люди, которые ставят себе цели, многие, может быть, сходят с дистанции, многие меняют, у многих не получается, разочаровываются. Вот вы, знаете, такой человек, который прям зубами будет выгрызет то желание, которое, такую цель, которую он себе поставил. И если он не сможет до нее дойти, либо доползти, то он, по крайней мере, будет лежать в этом направлении и буравить своим взглядом, своими мыслями эту цель, да, то есть будет пробовать уже телепатически, если физически не получается дотянуться, да, реализовать, то будет применять, там, я не знаю, телепатию, какие-то другие способы достижения того, что он хочет. Вот это вот прям такая целеустремленность и борьба, которая принесет вам успех. Еще чем вы можете гордиться? Паж жезлов, да, чем вы можете здесь гордиться? Здесь может быть такое, что, но это, скорее всего, больше в контексте других людей. Я не думаю, что это касается вас. Паж жезлов указывает на некую такую искру. Возможно, как вариант, вы можете эти искры зажигать в других людях. Да, то есть эти искры в виде желаний, в виде какой-то поддержки, то есть что-то такое позитивное. То есть вы можете разжигать огонек, который зажигается в других людях, да, либо должен зажечься. То есть вот здесь как поддержка, возможно, идет, да, что такое позитивное. Либо здесь может быть, вы можете гордиться своей любознательностью. Знаете, в каком контексте? Когда такое бывает у вас не всегда, но когда бывает, это все время приносит вам какие-то профиты. То есть вот когда вы открыты этому миру, когда у вас есть любознательность, когда у вас есть такой интерес, и причем это может быть какая-то сфера, в которой вы хорошо не разбираетесь, либо что-то, что вы не знаете, и вот вам это интересно, вот некая такая вовлеченность, и вы открыты перенимать, там, я не знаю, знания, может быть, какую-то информацию, опыт, либо просто расширять свое сознание, да, в каких-то интересах, в каких-то хобби, может быть, не знаю. Но вот эта вот ваша открытость,
когда вы хотите, да, здесь ключевое, когда вы хотите, а не открытость, она присутствует. То есть вы можете гордиться тем, что когда вы открыты, когда вы любознательны, тогда вот прям что-то происходит внутри вас, вы становитесь, во-первых, как маленькие дети, вам это вот прям так интересно, вы становитесь искренними. То есть вот здесь вот какая-то наивность, но в контексте искренности и готовности, вот, не знаю, узнать этот мир, интерес, вот какая-то вовлеченность. Вы можете вовлекаться, вы тот человек, неважно сколько вам лет, вы никогда не будете говорить о том, что все, я в этом мире уже познал все. Всегда найдется что-то, что вы не будете знать, то, что сможет вас удивить. Как в плюс, так и в минус, неважно. Но вы тот человек, который все время находит что-то, чем можно удивиться, что можно новое узнать. И этим вы можете гордиться. Почему? Потому что вот вы как будто бы сохраняете эту детскость, понимаете? Этот азарт, этот интерес, некий такой авантюризм, любознательность, открытость, искренность. Вот это вот те качества, да, огненные. Если здесь у нас идут качества такие мечевые, конкретные, да, по воздуху, по мыслям, по стратегиям, то здесь больше такой, знаете, огонек жизни. Он, правда, небольшой, поэтому я и сказала, что у вас это бывает нечасто. Но иногда к вам приходят какие-то очень интересные мысли, не в контексте философии, а в контексте, не знаю, у меня такое ощущение, что вот вы умеете удивляться самому себе, что неужели и такое есть, да? А как такое случилось, что я этого не знаю? А давай-ка я посмотрю, как это, а что это, а из чего оно сделано? Вот какое-то вот такое вот искреннее любопытство. И это здорово на самом деле. Почему? Потому что это показатель того, что вы живы. То есть, когда человек перестает чем-то удивляться, да, либо чем-то интересоваться, он приходит к состоянию того, что я все уже знаю, мне уже ничего не интересно, и от этого момента начинается деградация. Ну, потому что нету пространства внутри человека для принятия чего-то нового. И как следствие нету циркуляции. А если нету циркуляции, то идет процесс гниения, да, то есть то, что уже наработано, оно постепенно выгорает, да, то есть жизнь должна протекать через человека. И вот здесь вот за это вы можете гордиться собой. Так, еще один аркан. Чем вы можете гордиться? Ну вот здесь интересный момент, я бы сказала так, десятка пентаклей, она указывает как на финансовую составляющую, так и на семью, но вот здесь мне больше идет семья, даже если у вас, например, нету вашей личной семьи, ну то есть нету партнера, нету детей, либо вы там, я не знаю, развелись, к примеру, да, но у вас есть дети, либо развелись и нету детей. Ну вот здесь все, что связано с семьей, это может быть ваша родительская семья. Вообще, как понятие семьи, вы можете гордиться. Либо это ваша родительская семья, которая вас поддерживает, которая является для вас опорой. Либо вы создаете... Здесь семья в общем понятии может быть, да, не только конкретно, ну, в тех понятиях, которые мы привыкли, да, там папа, мама и ребенок. Здесь может быть семья в контексте коллектива, да, то есть настолько сплоченная какая-то команда людей, где ощущается вот это вот уют и уверенность, забота, да, можно сказать, что вот эти вот люди, они являются для меня моей семьей. То есть вот здесь понятие семьи, вы этим гордитесь. И вот давайте я уточню этот момент. Здесь, возможно, вы очень долгое время крутились вокруг этого понятия. То есть кто-то, может быть, еще не пришел к нему. То есть, вот знаете, здесь вопрос же не просто выйти замуж, да, либо жениться. А здесь вопрос именно создать настоящую семью, где один за всех и все за одного. Да? То есть вот именно настоящее искреннее понятие, которое вкладывается в это слово, в этот смысл, который несет семья. Не номинально, как мы привыкли говорить, да, то есть со штампом в паспорте, а по факту. То есть, где люди действительно ощущают семью. Я не знаю, почему здесь есть какая-то такая вот прям гордость за это. И я не могу указать здесь время. То есть, это ваша семья, это родительская семья.
либо то, что вы создали, является какой-то семьей, да, вот не в прямом, в переносном смысле. Вот здесь что-то такое. Здесь, скорее всего, если у вас есть дети, да, то я бы сказала, что вот вы каким-то образом гордитесь ими. Здесь есть какая-то вот гордость присутствует за детей. Возможно, кто-то долгое время ждал детей, да, и поздно пришли дети, либо там, например, через эко, а не естественным путем. Вот здесь что-то связанное с детьми. Причем у меня такое ощущение, что вообще понятие семьи, оно пришло к вам очень поздно. То ли, знаете как, что я имею в виду поздно? Возможно, вы там, я не знаю, и в 17-18 лет создали семью, но именно осознание, что есть истинная семья, либо осознание того, что насколько, например, родители вас поддерживают, насколько они, например, правильно поступали с вами, либо правильно воспитывали вас. Вот какие-то такие понятия, они пришли к вам с возрастом. То, возможно, по молодости вы даже и в негативном ключе отзывались, да, допустим, там, о своей семье, своих родителей, да, и говорили, лучше бы я была одна, да, то есть, ну, либо мне не нужны такие родители, не знаю, что такое негативное, но вот как-то со временем пришло вот это понимание, что на самом деле я горжусь, да, что вот именно такая у меня семья. Так, ну давайте еще один аркан вытащу и перейдем к другой позиции. Ну, конечно же, гордость верховная жрица, да, гордитесь тем, что вы верховная жрица. То есть вы тот человек, который погружается в тайные какие-то знания, возможно, они вам понятны, возможно, вы в этом очень хорошо плаваете, как рыба в воде, да, то есть понимаете, здесь может быть гордость за саму себя, либо за те знания, которые вы либо несете в этот мир, либо получаете для себя, неважно. Но вот гордость здесь именно за саму себя и за какие-то мистические знания, они присутствуют. Также Верховная Жрица, она у нас Вселенская Мать. У нас есть земная Мать, это императрица, и у нас есть Вселенская Мать, это Верховная Жрица. То есть это тот человек, который любит абсолютно всех людей. То есть, знаете как, и здесь опять же таки акцент идет не на то, что вот я люблю каждого человека там за что-то, нет, просто вот, знаете, здесь как понятие человечности само по себе, то есть я вот за человечество, да, то есть я люблю человечество, не какого-то одного конкретного человека, а вообще людей в понятии именно цивилизации, в понятии человечества, то есть, знаете, как человек, который обволакивает этот мир своей какой-то любовью, заботой. То есть здесь вселенские понятия, здесь не земные наши понятия, потому что кто-то может сказать, да я не люблю людей. Это понятно, но здесь немножечко иное восприятие. А так, в принципе, можете гордиться за тем, что, может быть, вы очень хорошо понимаете, ну, разбираетесь в психологии, понимаете людей. Можете гордиться тем, что вы умеете держать тайны, какие-то секреты. Можете гордиться тем, что, не знаю, как-то ведете какой-то внутренний диалог с собой, да, либо, ну вот узнаете себя, познаете себя, то есть то, что как будто бы, вы знаете, недоступно другим людям. Вот, за это да. Так, это первая позиция. Позиция номер 2, красненький камешек. Двоечки, за что вы гордитесь? Вы гордитесь тем, что, невзирая на какие-то свои сомнения, страхи, неудачи, вы все равно движетесь вперед. Здесь, знаете, как заяц, да?
либо как кролики боятся, но при этом они очень плодовитые, да, размножаются. То есть, казалось бы, да, если ты все время чего-то боишься, да, то где у тебя есть возможность на твою либидо? Но вот здесь что-то такое, да, я боюсь, но это я делаю. Как выражение «руки боятся, а глаза делают». Вот здесь это как раз-таки про вас. Да, то есть, возможно, когда есть, например, какой-то объем большой работы, и вам кажется, что я никогда с этим не справлюсь, и мне страшно, и проще от этого отказаться, да, либо убежать, вот первая какая-то такая реакция, но вы находите в себе силы и идете в этот страх, да, все равно делаете, и у вас получается. То есть вот вы можете гордиться именно тем, что вы можете преодолевать свои какие-то страхи, свои какие-то сомнения, неуверенность. То есть здесь эта энергия, это не то, что вы как-то, знаете, с ней боретесь, либо ей противостоите. Нет, здесь вы как будто бы идете за руку со своей тенью. Да? Я и Света. Мы со Светом. Мы тут со Светом пришли. Вот, я и Света. И мы со Светом зашли. Нам страшно было, но мы все равно пришли. Здесь какие-то такие моменты. То есть даже когда есть какие-то негативные мысли, когда есть сомнения, неуверенность, когда вы себя накручиваете, вы все равно, невзирая на эти моменты, двигаетесь дальше. Иногда это может даже доходить как-то до абсурда, да, в том плане, что ну ты же боишься, ну сиди уже дома, ну чего ты лезешь куда не надо. Нет, я все равно, да, страшно, но я все равно это сделаю. Иногда это даже идет и в минус. То есть какая-то, возможно, храбрость. Дальше еще, чем вы можете гордиться? Своим дьяволом. Вы можете гордиться своей харизмой, да? Вы можете гордиться своим, возможно, энергетическим потенциалом, можете гордиться своим здоровьем. То есть, возможно, вот все, что связано с энергией и силой, у вас это вот прям в изобилии. Вот вы даже в некоторой степени можете здесь быть донором для других людей. Почему? Потому что вот физической силы у вас здесь прям непомерно много. Не знаю, можно ли это считать как гордостью, но вот вы можете гордиться, наверное, тем, что вам удается каким-то образом вляпаться в какие-то непонятные ситуации. Ну, знаете как, все зависит от точки зрения, да, то есть кто-то может сказать, это плохо, а кто-то может сказать, что да, я из этого беру какие-то уроки, выводы для себя. Почему? Потому что именно вот уметь вляпаться куда-то, да, с одной стороны, это проживание эмоций, это вот прям какая-то страсть, это вот прям какие-то живые, естественные переживания, да, то есть вот можно сказать, что человек живет прям вот по полной катушке, да, то есть на все 100%. Почему? Потому что вот эта вот страсть его захватывает. И, конечно же, да, у него будет определенный опыт, где-то он может быть и неприятный, где-то может быть приятный, и это все переменяется. То есть вот здесь вот какая-то яркость жизни, да, она присутствует. Но и дьявол, и девятка мечей указывает на большое количество страхов и фобий в том числе. Вот, но вы, видимо, это преодолеваете. Также вы можете гордиться своей адаптивностью, да, то есть дьявол у нас указывает на адаптивность, то есть вы очень быстро приспосабливаетесь, не знаю, в ситуации, да, приспосабливаетесь там в коллективе, может быть, каким-то сложным моментом. То есть момент адаптации происходит намного быстрее, чем у кого-либо другого. Вот здесь по тузу мечей, знаете, чем вы можете гордиться? У меня такое ощущение, что, ну, правда, это как-то интуитивно у вас идет, что вы умеете видеть правду. С одной стороны, туз мечей указывает на некую такую конфликтность и резкость, но с другой стороны, это потенциал на рождение чего-то нового, да, то есть на получение какой-то информации именно от источника.
И вот здесь я могу сказать, что все, что связано с ментальным планом, получение вот именно информации, считывание, может быть, информации, вот кому-то из вас прям удается получать ее от источника. Ну, то есть это могут быть, вот как мы говорим, земные библиотеки, это могут быть библиотеки с тонкого плана, как хроники Акаши, например, да, получение какой-то такой информации. То есть у вас есть доступ к этому. Еще чем вы можете гордиться? Ну, здесь можно сказать, что вы можете гордиться своей дипломатией. Во-первых, вы миротворец, да, вы умеете мирить людей, вы умеете создавать такую, знаете, атмосферу единства, понимания, вы про это можете говорить, рассказывать. Второй вопрос, что вам могут люди и не верить, да, но вот вы несете вот эту вот энергию, знаете как их называли? Мудрецов, которые передавали какие-то, вот знаете, как глашатые, да, то есть только у глашатых была задача ну, что-то объявлять, да, давать какие-то объявления народу очень громко, а здесь вот вы какую-то информацию несете, причем глобальную информацию, возможно. Но проблема в том, что, знаете, вот вы как будто бы говорите правду, вы говорите то, что вы получаете, да, информацию от первоисточника. Но из-за того, что вы говорите это не совсем уверенно, вот люди вам не верят, да. Они почему-то вас считают вот каким-то фантазером, да, человеком, который что-то придумал, вот, потому что велика вероятность, что вы говорите какие-то невероятные вещи, которые либо вы не можете подтвердить, ну, это что-то такое не совсем фактическое, это невозможно почувствовать, ощутить, потрогать, вот, а чтобы было какое-то подтверждение в реальности. Либо здесь проблема вашей неуверенности. Вот если бы вы... Здесь такой микс, такой клубок всяких разных моментов. Вот вы вроде бы начинаете говорить, да, и вы сомневаетесь, вы не уверены, может быть, где-то и заикаетесь, еще что-то. Но вот то, что вы говорите, это действительно как будто бы на вес золота. И когда вы вовлекаетесь, да, когда уже долгое время что-то рассказываете, тогда вы можете включать свою харизму, либо у вас есть какая-то черта, которая манит людей, то есть, возможно, это ваш голос, либо тембр голоса какой-то, да, либо вы просто тихо говорите, это приятно, либо это вот как-то мило, что-то такое есть, что привлекает людей. Но изначально, когда вы начинаете что-то говорить, вы как будто бы сомневаетесь, как-то вот, не знаю, переминаетесь с ноги на ногу, присутствует вот какая-то невербальная неуверенность в вас, и люди это считывают, и это может и отталкивать в контексте того, что они не прислушиваются к тому, что вы говорите. Но на самом деле, по факту, то, что вы говорите, это имеет огромное-огромное значение. Вот интересно, здесь, понимаете, здесь может быть и вы говорите не лекции какие-то, а это может быть вот именно используя голос, да, то есть это может быть, например, пение, это может быть чтение, например, стихов, вы очень красиво читаете стихи, вот такое вот ощущение, что человек прям преображается, то есть в реальной жизни он один, а вот когда вот он увлечен вот тем, что он передает, да, он преображается, он становится другим, и это чувствуется. И это вот прям завораживает. Ну, как только вы заканчиваете с этим, да, то есть с чтением стихотворения, там, прозы, не знаю, с пением, либо еще что-то, да, там, не знаю, сказки рассказываете, все, вы возвращаетесь как будто бы в старому себя, и опять-таки к своей неуверенности. То есть, когда вы вещаете, вы становитесь как маску такую одеваете, актерского какого-то такого мастерства, и вы становитесь мастер, вы вибрируете на других энергиях, и это завораживает.
А вот здесь вот по аркану мира что-то вы такое говорите, я не знаю, ну, по-гречески есть это слово «кирикос», а по-русски я не знаю, как его перевести. Но это вот как, типа как глашатые, только люди, которые ходят и что-то рассказывают. Прямо, знаете, с посохом, такой образ мудреца, который ходит и вот рассказывает, примиряет людей, как дипломат примиряет народы, да, друг с другом, то есть подбирая правильные, верные слова. Ну и последний аркан. Чем еще вы можете гордиться? Вы очень хорошо можете что-то тут разрушать, да, для того, чтобы что-то новое построилось. Но знаете как, вот вы каким образом вы тут можете разрушать? Не напрямую, создавая там, например, какие-то сложные кризисные моменты для других людей, а вот вы как, не знаю, случайно обронили какое-то слово и ушли, и все. И вот оно как зернышко упало в определенную почву, и оно дает свои результаты. То есть если эта почва была сухая, то зерно, которое падает в нее, оно дает трещины, да, то есть потом там, я не знаю, начинаются какие-то скандалы, конфликты, либо еще что-то. Если почва была плодородная, да, там черноземье, то зернышко, которое упало в эту почву, оно даст свои плоды, оно взрастится, очень, ну, будет благоприятная для нее почва. Здесь речь идет не только о том, что вы сеете, а вот вы как будто бы, знаете, вы как увеличительное стекло. Вот то, что есть в человеке, вы это приумножаете. И вот этим вот вы как будто бы разрушаете. То есть если в человеке есть много иллюзий, да, то вы можете просто что-то сказать, и те иллюзии, которые есть у человека, они приумножатся многократно внутри него, и он сам себя разрушает, да, то есть он поймет, что где-то что-то он не так делает, либо эти иллюзии, эти обманы, они ему идут во вред. Но он почему-то будет считать, что вы являетесь причиной того, что идут какие-то разрушения. Но по факту вы просто как увеличительное стекло, да, вы запускаете этот процесс, а дальше все уже идет самостоятельно. То есть то, чем человек наполнен, это и будет приумножаться. А если нужно чему-то разрушиться, оно разрушится. То есть вы как-то вот косвенно влияете, да, на эту обстановку. Вот. Это была вторая позиция. И мы переходим с вами к позиции номер 3, последнему зелененькому камешку троечки. Чем вы гордитесь? Справедливостью, ну, тройки. Вы справедливые, вы прям, что-то я так громко выкрикнула, вы прям, знаете как, с мечом в руках, да, то есть неважно, какая обстановка, неважно, что происходит, вот я буду жить по правилам, по справедливости, по законам, так, как нужно. И даже здесь, знаете, какие моменты? Если это вдруг касается даже вашей семьи, вы все равно и к членам своей семьи будете относиться вот по закону. Вот, то есть если с одной стороны весов будет закон, а с другой стороны ваша семья, вы все равно будете выбирать закон. То есть если если, допустим, члены вашей семьи должны понести какое-то наказание по причине того, что вот, ну, несправедливо поступили, да, там, пошли, например, против закона, вы не будете как-то это прикрывать, там, я не знаю, стараться это скрыть. Вот вы первый тот человек, который придет и скажет, вот ты поступила неправильно, ты должна за это заплатить. Так будет правильно, так будет по совести. Да, я тебя как человек буду поддерживать, да, как член твоей семьи, и я буду тебя все равно любить, но ты здесь поступил несправедливо. Вот вы можете, кстати, еще гордиться своей совестью, я бы так могла сказать. То есть помимо вашего отношения к другим людям, вы можете гордиться тем, что совесть у вас на месте. И это иногда
даже не то, что иногда, а частенько не совсем понимается другими людьми, и люди вас осуждают за это. Почему? Потому что тот мир, в котором мы живем сейчас, да, все, что касается морали и нравственности, постепенно исчезает, но вам переживать на этот счет не нужно, да, то есть у вас с этим все окей, то есть вы живете по совести. Вот вы все время будете делать так, как нужно, и очень часто вас одергивают за это, осуждают, что, ну, окей, закон, а вот, ну, типа, ты пойдешь даже против своего ребенка, да, либо там против своего мужа, либо жены. Да, вам это будет сложно, но выбор всегда будет падать. Ну, вы просто иначе не можете, да, то есть если кто-то виноват, он должен понести наказание, и это не обязательно от вас, да, но все равно вы сделаете все так, чтобы был некий такой баланс, чтобы было равновесие. Вот для вас вот эта вот энергия баланса и равновесия, она важна, да, то есть справедливость, она все время должна восторжествовать. Вот вы тот человек, который как будто бы несет вот эту вот, ну, если так можно сказать, да, карму справедливости. Вот вы как будто бы должны в своем окружении все время поддерживать баланс. То есть вы тот человек, как будто бы, который периодически направляет людей и говорит, вот так делать не надо, тебе прилетит за это. Второй вопрос, что вас не всегда слышат, да, но вот вы всегда скажете, вот так вот правильно, вот так делать не надо. И иногда вас могут считать, что вот вы как, знаете, как черная ворона накаркала. На самом деле это не так, вы просто видите причинно-следственные связи, и вы говорите, что вот если, ну не надо так просто делать. Не потому что это неправильно, либо не по совести, просто не нужно так делать. У этого будут свои какие-то последствия. Вот это вот вторая ваша черта, да, когда вы видите вот эти вот причинно-следственные связи, и вы говорите людям, а люди вас не слышат. Либо, знаете как, ну, какая-то незрелость присутствует, да, и они говорят, ну ничего страшного, когда прилетит, тогда и будем думать, да, что заранее думать. Еще чем вы можете здесь гордиться? Вы человек, способный на очень глубокую, искреннюю любовь. Вы человек, который переполнен вот эмоциями, да, вот эта вот мягкость. Но смотрите, как интересно, какое интересное сочетание. С одной стороны справедливость, с другой стороны вот эта вот мягкость, да, как она может сочетаться. То есть вот здесь такая, знаете, энергия вселенского закона, который говорит, что я не буду, как это правильно донести, разделять на то, что вот, например, если это мой ребенок, то все, он не должен понести наказание. То есть здесь нет такого. То есть есть вселенские законы, а есть земные. Земные нарушаются, вселенские нарушить невозможно. Вот вы тот человек, который вот как живет по вселенским законам, который невозможно их нарушить, неважно кто. То есть здесь, с одной стороны, присутствует такая холодность, разумность и в некоторой степени жесткость и жестокость, и одновременно внутри души своей, да, вы очень мягкий и очень глубокий и любящий человек. То есть, да, вы можете страдать, переживать из-за того, что вы вынуждены были принять такое решение, но так правильно. И вот это порой вам приносит очень много неудобств, но люди не видят. Вот эти вот эту вашу чувствительность вы прячете очень хорошо внутри себя. То есть люди видят вот некую такую холодность, да, жесткость может быть, вашу непринципиальность, неподкупность, да, вот. Но с другой стороны, они вот как будто бы не видят, вы скрываете вот эту вот мягкость, потому что это ваша уязвимость. То есть вы тот человек, который можете быть на работе, например, очень таким ответственным, да, жестким, холодным и беспощадным, и кровожадным в некоторой степени. Если такие слова можно использовать по отношению к вам, но когда вы приходите домой, вы вот прям мягкие, пушистые. Это как, знаете, ролики показывают, да, мужчина такой большой, высокий, накачанный, брутальный, да, который вот во внешнем мире, да, всех разобью, всех победю. А когда приходит домой, особенно если у него есть маленькая дочка, да, то она делает с ним все, что хочет. Ты видишь вот этого брутального дядю с бородой,
И она ему там ногти красит, там резиночки на волосы одевает, красит. И вот он сидит такой, да, и пикнуть не может, весь тает. Почему? Потому что, ну как же, это любимая девочка, это принцесска, да, как-то вот по-другому к ней нельзя, вот, и для нее он прям, ну, в лепешку разобьется, он все сделает. Вот это вот такой контраст, он у вас присутствует, и на самом деле вы можете гордиться вот этой своей чувствительностью, да, своей эмпатичностью. Почему? Потому что если бы не было вот этой эмпатичности, вам было бы сложно, она вас как-то уравновешивает. Почему? Потому что с одной стороны у вас есть меч, у вас есть логика, а с другой стороны у вас должна быть и интуиция. То есть для принятия правильного, верного решения у вас должен быть баланс, да, между интуицией и вашим сердцем, и вашей логикой. Но вы четко, правильно принимаете, вы прислушиваетесь и к логике, но и не исключаете свою интуицию. И в совокупности вы принимаете правильное решение. И еще чем вы можете гордиться – вот, знаете, моментами визуализации. Семерка кубков у нас указывает на иллюзорность, либо на мечтательность. Но я не думаю, что вы здесь мечтательный человек. Почему? Потому что вы у меня очень хорошо стоите на ногах, такие достаточно приземленные. Но вы можете, либо вы визуал, либо вы здесь такой человек, который может использовать визуализацию. Я не знаю почему, но вот... Может быть, вы как-то можете влиять на пространство через визуализацию, либо через представление что-то, либо вот какая-то фантазийность. То есть здесь это присутствует. А почему вы можете этим гордиться? Потому что именно эти качества, они помогают вам в работе. И именно эти качества способствуют вот как-то, не знаю, в вашем труде. То есть это может быть даже ваше хобби каким-то образом, да, то есть мечтательность, особенно если есть здесь какое-то творчество, либо вы пишете книги, либо еще что-то. То есть вот умение представлять, умение визуализировать, опять же таки представление, да, здесь тоже хорошо развито. То есть, например, вы можете входить, ну, не знаю, на место, ставить себя на место другого человека, да, то есть очень ярко представлять, как бы он смог реагировать, либо как он смог повести себя в той или иной ситуации, либо что он чувствует, то есть, и это вам помогает каким-то образом, возможно, принять правильное решение, да, то есть быть справедливым, быть честным. То есть я не знаю здесь как, но вот это каким-то образом связано. Так, и последний аркан, чем вы можете гордиться – Солнцем. Ну, знаете, я бы сказала так, вы можете гордиться своим свободолюбием, да, вы можете гордиться тем, что вы тот человек, который все время, знаете, как первопроходец, будет указывать людям, куда, в каком направлении им нужно двигаться. Я не думаю, хотя есть такие моменты, да, здесь некой гордыни, иногда она проигрывается, но это не потому, что вы горделивый человек, да, эгоистичный, а просто вам, ну, приятно, когда вот вас восхваляют, приятно, когда говорят какие-то комплименты в вашу сторону. Опять же таки, вы четко видите, где есть какое-то лицемерие, вот, но все равно, знаете, вот приятно, да, как я и... сказала в самом начале, как вот, знаете, по головке погладить, всегда доброе слово приятно. Ну так, в принципе, вы можете гордиться именно своим свободолюбием, да, то есть вы тот человек, вот то, что я сказала, да, неподкупаемый. Особенно вот в таком тандеме солнце и справедливость, вы всем указываете, куда нужно идти, указываете не в контексте директивности, а в контексте указателя. То есть показываете путь, да, вы можете идти впереди всех, вот, но здесь либо вы родились в августе, да, либо здесь вот как-то у меня фонит немножко знаком зодиака львов, да, вот какой-то такой огненностью, что вот вы знаете, что у вас в окружении есть люди, которые лицемерят, но вам это приятно, все равно приятно, да. Пускай они лебезят перед вами, пускай они делают такое, знаете, вот эту вот улыбку, наигранность. Вы знаете, что это обман.
То есть вас обмануть достаточно сложно. Но все равно вот зараза приятно, да, когда что-то хорошее говорят. Вот здесь вот такое. Вот. Но при этом вот это вот чувство свободы, что я решаю, я выбираю, куда пойти, я никому не подчиняюсь, вот для вас это важно. Вам важно ваше пространство, вам важно ваше время, особенно если это время для отдыха. Вот вы прям получаете от этого удовольствие. Вам важен ваш внутренний ребенок. Когда он хочет радоваться, ну вот опять-таки вот эта вот картинка, да, брутального такого накачанного по 2 метра дяди с бородой и в виде викинга и маленького ребенка, вот, ну, это не сочетается, но вот здесь как будто бы есть вот какая-то такая необходимость этому брутальному дяде побыть немножко ребенком, да, вот как-то подурачиться, попрыгать, поскакать по лужайке с подсолнухами, да, вот как-то, не знаю, побегать за одуванчиками, погонять птиц, не знаю, погонять на велосипеде. Вот какая-то вот детская такая позиция, иногда она вам необходима. Вот вы как будто бы, знаете, это идет момент сбрасывания стресса. То есть ответственность, да, стресс, и надо как-то забыться. И вот вы забываетесь, и тогда вы становитесь не то чтобы противоположностью, а вот становитесь ребенком, просто вот каким-то наивным, доверчивым, да, можете всплакнуть, можете вот как-то, это не совсем как-то у меня вписывается здесь в картинки, которые я прокручиваю перед собой, да, но это очень забавно. Но это умиляет, и этим вы можете гордиться, то есть невзирая на какую-то ответственность, на сложность, на трудности, которые вы проходите на этом пути. У меня такое ощущение, знаете, что здесь вот прям человек полководец, да, вот он полководец, и вдруг он, допустим, проиграл какое-то сражение. И вот он сидит в своей вот этой палатке сам, да, и слеза катится, то есть вот он как будто бы, ну, позволяет себе вот эту вот детскость какую-то, да, уязвимость показать не кому-то, самому себе. И на самом деле это важно, потому что это вот показатель того, что вы еще не полностью очерствели. Потому здесь либо как-то ваша работа связана, ну, она такая какая-то своеобразная, да, либо вот обстановка, в которой вы живете, она такая. То есть вы тот человек, который не утратил человечность, да, вот доброта, вот это вот все у вас есть. И вот этим вот вы можете гордиться на самом деле. Ну и также можете гордиться тем, что у вас периодически, я не знаю с какой периодичностью, но у вас бывают такие моменты, когда вы выигрываете большие суммы денег. Либо вам кто-то их дарит, либо выигрываете, то есть здесь что-то с деньгами, причем большими деньгами, но это разовое что-то такое. У вас случается, и вот вы этим тоже можете гордиться. То есть вот здесь как будто бы жизнь вас одаривает этим. Да, как-то так. Вот такой вышел расклад. Не знаю, понравился он вам или нет, напишите в комментариях, я почитаю. Вот. А я с вами прощаюсь до пятницы. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока.